Мойщики окон бывают квадратными и круглыми. Квадратные представляют собой платформу на гусеничном ходу с закрепленной внизу салфеткой. Брызгает воду, едет вперед, вытирает грязь. У квадратного мойщика выше производительность и лучшее качество уборки в углах. Круглый мойщик так называют потому, что у него две круглые салфетки. С их помощью он перемещается по стеклу и одновременно вытирает поверхность. Роботы такого типа более компактные и лучше справляются со стойкими загрязнениями. Для рейтинга я отобрал по 5 моделей каждого типа. Сначала расскажу о квадратных, потом о круглых и в конце подведем итоги. Поехали! Самый простой вариант Like-Trox 209. На AliExpress за него просят всего 8000. Дешевле только бесплатно, как в телеграм-канале Best Robot, где мы раз в месяц разыгрываем робота среди подписчиков. Кстати, в этом месяце на розыгрыше от Well Zora Z6. Круглый мойщик, об улучшенной версии которого я буду рассказывать через 5 минут. Чтобы получить его, нужно только подписаться и нажать «Участвовать» под постом с розыгрышем. Подборки и детальное сравнение, горячие цены и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Несмотря на гуманный ценник, Like-Trox оснащен распылителем. Он ползет по стеклу, разбрызгивает жидкость и тут же вытирает салфеткой. Распыление происходит автоматически, но на пульте есть отдельная кнопка для принудительного пшика. На случай, если старания мойщика вам показались недостаточными. В комплекте только две салфетки. Есть страховочный шнур, аккумулятор для аварийных ситуаций. Конечно, чудес за такие деньги ждать не стоит. Качество мытья среднее, может оставлять разводы, присохшие пятна не отмывает. Like-Trox 209 подходит для поддержания чистоты между уборками вручную. Полная противоположность. HW8. Мойщик от Xiaomi с двумя распылителями. Едет вправо, брызгает из правой форсунки. Едет влево, брызгает из левой. Никаких проходов с сухой салфеткой. Максимально эффективная уборка. HW8 легко справляется с поверхностными загрязнениями, вытирает пыль и отпечатки пальцев. Управление с помощью пульта, и это скорее плюс, ведь все, что от вас требуется, закрепить мойщика на стекле и нажать кнопку Start. Для хранения робота и его аксессуаров в комплекте фирменный кейс. Если бы не жалобы на частое падение и если бы ценник был чуть скромнее, HW8 поднялся бы на пару ступенек выше. Компромиссный вариант Dadget R200. Этот мойщик выглядит вдвое дороже, чем стоит. Рифленый пластик, подсветка корпуса, необычный дизайн рукояти. Обязательно не успейте домыть окна перед приходом гостей. Ваш социальный статус сразу же повысится процентов на 20. Dadget R200 не только красивый, но и функциональный робот, который справляется с мойкой стекол, кафельной плитки и мозаики. Вода одновременно подается через два сопла V-образным способом. При такой системе она равномерно распыляется перед роботом, после чего он легко вытирает размоченное загрязнение. Компактный корпус подходит для узких окон. Робот качественно моет не только середину окна, но и вдоль рам. Салфетки более плотные, чем у аналогов. Лучше впитывают влагу и меньше загрязняются. Отличное сочетание цены и качества. Чуть более дорогой, зато более надежный вариант от Well Zora Z7. Практичный серый корпус не собирает отпечатки, а мягкая ручка не выскальзывает из ладони. Устанавливаем мойщика снаружи окна без каких-либо опасений. Еще и кнопка запуска под большим пальцем. Максимально удобно. Но главная особенность модели не дизайн, а подача воды. Во-первых, бачок от Well вдвое больше, чем у аналогов. Один раз заправить и можно всю квартиру помыть. Во-вторых, вода подается в прорезь микрофибры. Не разлетается по сторонам, а поступает строго в рабочую область. При этом смачивание не очень обильное. Перед влажной уборкой нужно обязательно попшикать на салфетку из пульверизатора, иначе она останется почти сухой. Zora Z7 хорошо показал себя в тестах, отзывы тоже преимущественно хорошие. Но на первом месте все-таки Hobot 2S. Премиальный мойщик с полным арсеналом инструментов. Датчики утечки воздуха не дают сорваться с окна или с фасада кухни. Ультразвуковые распылители с двух сторон. Робот убирает быстро и без лишних движений. Есть автоматическое и принудительное распыление. Видишь грязное место, просто добавь воды. В отличие от более дешевых конкурентов, в углу остается непромытым не сантиметр, а буквально 5 мм. Фокус в том, что датчики поверхности смещены к середине салфетки. Еще к особенностям этой модели можно отнести индивидуальные голосовые сообщения. Вместо скучных формальных уведомлений в приложение можно загрузить фразы из кино. Нажмите кнопку «Пуск» и робот скажет: Оставь все на пороге и убирайся к дьяволу. Хорошо.
Подробную информацию об этих роботах размещу в описании под роликом. А если вам не нравится громоздкий квадратный мойщик, выбирайте круглого. Например, CleanBot Ultra Spray. Классический дизайн с X-образной рукоятью. Заполняем бачок, привязываем к батарее, прижимаем к стеклу, кнопка пуск и вперед зигзагами. Вода распыляется автоматически после 2 поворотов салфеток. Не уборка, а настоящий танец. В комплекте 26 салфеток. Можно помыть все окна на балконе, на кухне и в зале, а потом загрузить все салфетки в стиральную машину. Моет неплохо, жалобы только на периодические затупы и проблемы с навигацией. Чуть выше необычный робот в форме восьмерки. Xiaomi Hatsi 6. Это одна из лучших моделей в плане надежности присасывания. Проходя по стыкам или по искривленной поверхности, Hatsi 6 повышает давление под салфетками до 3800 паскалей. В остальное время работает на умеренных 1800 паскалей. Если нажать кнопку с кисточкой, мойщик будет по кругу убирать то место, где находится. По сути, это локальная уборка, как у робота-пылесоса. В фирменном кейсе Hatsi 6 выглядит весьма презентабельно, но есть нюансы. На пульте нет кнопки принудительного пшика. Комплектация слабенькая, только 5 пар салфеток. Еще некоторые пользователи жалуются, что мойщик часто не доезжает до верхнего края рамы. Поэтому, если кейс не имеет принципиального значения, лучше сэкономить 4000 и взять Dadget W200. Визуально ничего особенного. Обтекаемый корпус, ребристая рукоять выглядит так же, как масса других мойщиков, но при более тесном знакомстве Dadget раскрывает свои преимущества. В комплекте 10 пар салфеток. Можно помыть окна не только у себя, но и у соседей. Распылитель не простой, а ультразвуковой. Разбивает капли воды до мелкодисперсного состояния, чтобы лучше размочить грязь. Любители держать все под контролем могут управлять джойстиком на пульте, но удобнее выбрать один из 2 автоматических режимов. Сначала Dadget ползет к верхнему краю окна, в это время мы показываем пальцы вверх, потом зигзагами к нижнему. В это время мы прожимаем подписку и наслаждаемся чистейшими окнами. В процессе тестирования мойщик вытер пыль с наружной стороны, отмыл дождевые потеки и за пару проходов не оставил разводов. Dadget W200 не только эффективный, но и надежный. Не зря же на него дают 3 года гарантии. За те же 12 тысяч на Wildberries можно взять Atwell Zora Z6 Spray. Выходит даже дешевле, чем обычный Zora Z6, на который есть обзор на канале, но при этом мы получаем модернизированную версию робота. Производитель устранил ключевой недостаток. Теперь мойщик смачивает стекло. Жидкость распыляется сбоку, затем салфетки вращаются, отмывая поверхность. Снова распыляет и так далее. Стандартный цикл уборки. При желании можно дополнительно попшикать кнопкой принудительного распыления на пульте или через приложение. Остальные особенности Zora Z6 сохранили. Необычный фиолетовый корпус, круглая ручка, которая добавляет корпусу пару сантиметров, зато удобно, и бордовые салфетки, коих в комплекте 7 пар. Не максимальное количество, но более чем достаточно. Atwell Zora Z6 Spray – стильный мойщик для стекол средней загрязненности, хотя и с другими поверхностями работает без проблем. На первом месте, как и год назад, Hobot R3. Думаю, не нужно объяснять, почему он стоит 25 тысяч. Вы сами видите этот дорогой пластик, качество исполнения аксессуаров и 2 сопла для подачи воды. Принцип тот же, что у квадратного Hobot 2S. Робот задействует тот или иной распылитель в зависимости от направления движения. Никаких лишних метаний по стеклу, уборка выглядит предельно рациональной. По качеству отмывания грязи Hobot R3 остается лидером среди протестированных моделей. Ну и не забываем про фирменный функционал. Hobot говорит на русском языке, можно записывать уникальное оповещение, принимать уведомления о статусах работы на смартфон, напоминание о необходимости мыть окна и зарядить аккумулятор. Детальная информация об этой и других моделях под роликом в описании. И вот мы только что отсмотрели десятку мойщиков, все перемешалось в голове и непонятно, а что же все-таки выбрать? Давайте определимся. Квадратные мойщики подходят для профилактической уборки больших окон. Lictrox 209 выбирают только те, кто хочет сэкономить. HW8 выбирают только поклонники бренда Xiaomi. Dadget R200 – оптимальный вариант по сочетанию цены и качества. Zora Z7 – лучший выбор, если у вас часто бывает ветреная погода. Ну а если за окном штиль и вы готовы раскошелиться на максимальное качество – Hobot 2S. Круглые мойщики – оптимальный выбор для квартир с небольшими окнами и умеренным загрязнением. CleanBot Ultra Spray – лучший из дешевых вариантов, моет вполне достойно. Hatsi 6 – навороченный, но бывают проблемы с навигацией, брать только если вы готовы приглядывать за роботом хотя бы одним глазком. Dadget W200 –
Надежная рабочая лошадка без визуальных изысков, зато хорошее качество мытья. От Well Zora Z6 спрей не только хорошо моет, но и необычно выглядит. Другого такого просто не существует. Hobot R3 самый дорогой и самый качественный, как по исполнению, так и по отмыванию загрязнений. Подписывайтесь на ТГ-канал Best Robot и участвуйте в розыгрыше мойщика. Не забывайте прожать кнопки под роликом. А на сегодня все. До новых обзоров!